Всех рады приветствовать. Вы на канале Новостник. Всем привет! Сегодня у нас непростая, но очень важная тема. Мы погружаемся в историю советской авиации, а именно в серию трагических катастроф самолета Ту-154. Да, здравствуйте. У нас есть материалы, статья Лента.ру и выдержки из видео на YouTube, которые детально разбирают несколько случаев. Да, и наша задача сегодня, попытаться разобраться в обстоятельствах этих событий, понять, что там было ключевым, ошибки людей, какие-то технические моменты, условия. И особое внимание, как я понимаю, уделим самой крупной катастрофе – Учкудук, 85-й год. Именно. Катастрофа под Учкудуком 10 июля 1985 года, она стала самой масштабной в истории советской авиации по числу жертв. Давайте с нее и начнем. Рейс Карши-Ленинград, Ту-154 падает недалеко от Учкудука. 200 человек на борту, 191 пассажир, 9 членов экипажа, все погибли. Цифры, конечно, страшные. Что говорят источники о причинах? Судя по всему, это был, так сказать, комплекс факторов. Во-первых, рейс выполнялся с большой задержкой, то есть вылетали уже ночью. Ночью, ага. Да. При этом в Карше была сильная жара. Даже ночью температура была плюс 33 градуса. Ого, это серьезно влияет на взлетные характеристики, да? Безусловно. Плюс есть данные, что самолет был перегружен. Источники упоминают 52 ребенка на борту, и есть свидетельство, что некоторых детей сажали по двое, даже по трое на одно кресло. Да, это, конечно, нарушение. А экипаж? Экипаж, командир Белисов, второй пилот Позюмский, они ведь очень долго ждали вылета в аэропорту Карши. Условия для отдыха там были, прямо скажем, не очень. Так что сильная усталость экипажа – это весьма вероятный и очень важный фактор. Понятно. Усталость, жара, возможный перегруз. Как развивались события уже в полете? Вот тут самое драматичное. Набрали высоту, эшелон 11 600 метров. Температура за бортом на этой высоте была на 16,5 градусов выше стандартной для таких условий. Тоже нестандартно. Да. Самолет летел на автопилоте. Скорость около 400 км в час. И вот это ключевой момент. Для этой высоты, для этой массы самолета, да еще при такой повышенной температуре, это была предельно малая скорость. Критически малая. То есть запас по скорости был минимальный? Практически нулевой. Воздух разреженный. И чтобы держаться, крылу нужна скорость. И вот в какой-то момент, после небольшого маневра для коррекции высоты, началась тряска. Тряска. Из-за чего? Скорее всего, это было предупреждение о приближении к сваливанию, к потере скорости. Но экипаж, видимо, из усталости или других причин, ошибочно принял эту тряску за помпаж двигателей. Это такой срыв потока в компрессоре. И что они сделали? Они дважды убрали тягу двигателей, то есть сделали прямо противоположное тому, что нужно было. Они думали, что спасают двигатели от помпажа. Ох, а скорость? А скорость упала еще ниже, до 290 км в час. Все. В этой ситуации единственно правильное действие — немедленно отдать штурвал от себя, опустить нос самолета, чтобы набрать скорость даже ценой потери высоты. А они? А они, наоборот, тянули штурвал на себя, пытаясь удержать высоту. Самолет окончательно потерял подъемную силу, вышел на так называемые закритические углы атаки, нос задран слишком высоко и свалился в плоский штопор. Плоский штопор. Это когда самолет падает, вращаясь. Да, вращаясь почти плашмя, практически неуправляемо. Падение с этой высоты продолжалось 2 минуты 33 секунды до самой земли. Ужасно. Каковы официальные выводы? И были ли какие-то другие мнения, версии? Официально, да. Сваливание в штопор из-за вот этой всей совокупности. Большая высота полета, большая полетная масса, высокая температура воздуха, малый запас по углу атаки и тяги двигателей. И, конечно, ошибки экипажа в оценке ситуации и управления. А неофициальные версии? Были. Например, известный пилот Василий Ершов высказывал предположение, что, возможно, уставший экипаж мог, кратковременно уснуть на автопилоте, а проснувшись от сигнализации тряски, в стрессовой ситуации не смог правильно среагировать. Тоже человеческий фактор, по сути. Да, а летчик-испытатель Владимир Мизох подчеркивал другое. Выход из такого развившегося сваливания, тем более из плоского штопора, это очень сложный маневр. Он требует специальной подготовки и очень решительных действий, вот это самое штурвал от себя. У обычных линейных пилотов такой подготовки могло просто не быть.
Понятно. Учкудук — это, конечно, страшная история, целый клубок проблем. Но ведь источники упоминают и другие катастрофы Ту-154 в те годы. Там прослеживаются какие-то общие моменты? Да, к сожалению, если посмотреть на другие случаи, то некоторые темы повторяются. Вот тот же человеческий фактор. В Омске, 84 год, 178 погибших, помнишь? Слышала, да. Там диспетчер старта просто уснул на рабочем месте и разрешил выезд снегоуборочных машин на полосу прямо перед посадкой Ту-154. Самолет врезался в них. Уснул диспетчер, кошмар. Или вот Красноводск, 88 год, 11 погибших. Там при посадке была очень грубая ошибка второго пилота, но расследование показало, что командир оказывал на него сильное психологическое давление, постоянно критиковал, это привело к ошибкам. То есть атмосфера в кабине тоже важна? Крайне важна. Или Пулково, 91 год, рейс из Сухуми, 13 погибших. Посадка в сильный ливень. Экипаж почему-то решил садиться ниже глиссады, это траектория безопасного снижения. Возможно, была установка сесть во что бы то ни стало с первого раза. Плохая координация действий. Да, ошибки, давление, спешка. Но дело не только в ошибках экипажа или диспетчеров. Были и другие факторы. Вот Алма-Ата, 80-й год, 166 погибших. Там самолет взлетал и попал в сильнейший сдвиг ветра. Это резкое, неожиданное изменение ветра, нисходящий поток воздуха. Его не предсказали. Тогда система прогнозирования такого явления были еще не очень развиты. Экипаж действовал по инструкции для такой ситуации, но мощности самолета просто не хватило, чтобы пробить этот поток. Плюс, опять же, жара, высокогорный аэродром — это тоже усложняло ситуацию. А технические моменты, связанные с самим самолетом? Были. Например, Норильск, 81 год, 99 погибших. Там при посадке произошла потеря продольной управляемости. Расследование выявило сочетание факторов. Во-первых, слишком передняя центровка самолета. Центровка — это распределение веса. Да, как вес распределен по длине самолета. Оказалось, что у модификации Ту-154Б, которая там летела, при передней центровке эффективность руля высоты была ниже, чем у более ранних версий. То есть конструктивная особенность. В некотором роде да. В сочетании с низкой скоростью захода на посадку и определенным режимом работы двигателей это привело к тому, что самолету не хватило руля высоты, чтобы выровняться перед касанием. К тому же выяснилось, что и посадочный вес был рассчитан с ошибкой, что привело к неверному выбору скорости. То есть, получается, часто это была не одна какая-то причина, а именно целая цепь событий. Люди, погода, техника, процедуры. Именно так. Это почти всегда целая цепочка. И, надо сказать, эти трагедии, при всей их ужасности, давали толчок к улучшениям. После Норильска, например, пересмотрели ограничения по центровке для Ту-154Б, провели дополнительные испытания. А после Алма-Аты? А после Алма-Аты гораздо активнее стали заниматься разработкой и внедрением систем обнаружения и прогнозирования сдвига ветра. К сожалению, в авиации многие правила безопасности написаны, как говорится, кровью. И все же, несмотря на эти тяжелые страницы истории, Ту-154 летал очень долго. Он стал своего рода символом эпохи. Да, безусловно. Это была очень массовая и, в общем-то, надежная для своего времени машина. Коммерческая эксплуатация в России закончилась совсем недавно, в октябре 2020 года. Но вот та катастрофа под Учкудуком, с которой мы начали, так и осталась самой крупной по числу жертв в истории именно советской авиации. Итак, если подвести итог нашему разбору источников, получается, за этими катастрофами стоял действительно сложный клубок проблем. Тут и сложные метеоусловия, которые не всегда могли предвидеть. Да. И человеческий фактор во всем его многообразии. Усталость, ошибки в оценке ситуации, психологическое давление, возможно, где-то недостаточная подготовка к нестандартным ситуациям. Совершенно верно. Плюс системные сбои в организации полетов, в управлении воздушным движением. И иногда, как мы видели, даже конструктивные особенности самолета играли свою роль в этой трагической цепи. Да. Эти истории, конечно, очень ярко показывают, насколько критически важен каждый элемент в системе авиационной безопасности. Буквально каждый. От подготовки пилотов и диспетчеров
их психологического состояния, до проектирования самолетов, до разработки четких процедур на все случаи жизни и, главное, умение этим процедурам следовать. Уроки, которые были извлечены, очень дорогой ценой. И вот знаешь, какая мысль возникает под конец? Если посмотреть, как часто в разных катастрофах, которые разделены годами, все равно всплывали похожие проблемы, вот этот человеческий фактор, какие-то системные недочеты. Что это говорит нам, возможно, о каких-то более фундаментальных вызовах? О том, как вообще сложно обеспечивать безопасность в любых очень сложных технологических системах, где техника и человек так тесно переплетены. И это ведь касается далеко не только авиации, правда? Да. Это вопрос, который выходит далеко за рамки только авиационных катастроф. Это о надежности сложных систем в целом и о нашей способности ими управлять. Вы были на канале Новостник. Оставляйте ваши комментарии, также подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь видео в соцсетях, потому что все ваши действия продвигают видео в топ.